Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 2 апреля. Сегодня, вы знаете, достаточно прибыльный день, поэтому обязательно проведите одну простую практику. Положите кошелек под подушку и скажите определенные слова. Для того, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие. Эту практику нужно постараться именно провести сегодня, и вы можете ее провести в то время перед тем, как вы будете отдыхать. Давайте разбираться далее более подробно. Но прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу, которая поможет вам сонастроиться с энергией Вселенной. И звучит она следующим образом. Сегодня я, ваше полное имя, открываю свое сердце для благополучия и успеха. Истинно да будет так. И благодаря этим словам Вселенная обязательно приумножит все блага вашей жизни. И еще раз, друзья, сегодня я, обязательно ваше полное имя, и, пожалуйста, с большой буквы, открывая свое сердце для благополучия и успеха. Давайте, друзья, рассматривать, почему сегодняшний день прибыльный и на что нам стоит обязательно обратить внимание. Итак, сегодняшний день, друзья, он особенный, он прибыльный. И дело в том, что сегодня звезды благоприятно влияют на все наши финансовые дела. Поэтому сегодня важно и провести денежные практики. И обращаем ваше внимание, что позиция планет на небесной сфере в этот день, 2 апреля, создает достаточно благоприятную атмосферу для притока финансовых средств. Кроме того, этот день достаточно идеальный для того, чтобы закрывать все свои какие-то дела, закрывать кредиты, долги. Почему? Потому что таким образом вы отпускаете свое прошлое и те энергии, которые вас тянули где-то вниз, где-то вам что-то не нравилось. Вы можете сегодня в этот день от этого избавляться. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня хорошо заключать сделки, также заниматься привлечением денежного потока в свою жизнь. Это может происходить, друзья, и через медитации, через аффирмации, через то, что вы будете шептать себе какие-то магические слова. У каждого это будет по-своему. Вот в начале видео мы сказали, да, аффирмацию, которую рекомендуем проводить именно сегодня в этот день. Сегодня я, ваше полное имя, открываю свое сердце для благополучия и успеха. Девочки и мальчики, неспроста. Не бойтесь проводить эти практики. Они очень простые, вы пока слушаете, вы пока прописываете. В этот момент также себе открывайте свое сердце для того, чтобы привлекать потоки изобилия, достатка и благополучия в вашу жизнь. Помните о том, вы уже сами в комментариях к видео нашим пишете о том, что я вместе с вами начала проводить практики, которые вы говорите, вы знаете, моя жизнь начала меняться. Кто-то пишет о том, что у него наоборот начались какие-то нюансы, но через эти нюансы вы сможете достигнуть определенных высот в своей жизни. Поэтому, то есть ваша жизнь начинает не стоять на одном месте, вы начинаете двигаться к своим целям, к своим задачам, и, соответственно, у вас возникают трудности. Но, опять же, трудности – это пока вы не прошли, а потом, когда вы прошли или вы осознали, вы понимаете, что это было достаточно все легко и просто. Поэтому верьте в себя, верьте в свои силы. Есть высшие силы, есть Архангел Михаил, есть ваш ангел-хранитель, который всегда с вами. Поэтому не игнорируйте, друзья, эти подсказки и всегда старайтесь принимать все эти блага, которые идут из космоса. И поверьте, они для каждого есть, потому что Вселенная безгранична, в Вселенной очень много возможностей, и ваша именно задача принимать все с радостью и с благополучием. Помните, пожалуйста, об этом. Теперь давайте посмотрим, что же нам сегодня говорит лунный календарь на этот день, 2 апреля. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами убывающая луна в знаке зодиака Козерог, и сегодня 23 лунные сутки. Сегодняшний день подарит нам с вами, друзья, определенные тенденции. И ввиду того, что у нас сегодня с вами убывающая луна в знаке зодиака Козерог, и сегодня у нас с вами 23 лунный день, это носит он определенную энергетику и влияние на нашу жизнь. Но в то же время убывающая луна в знаке зодиака Козерог дает нам вот ту энергию, которую нам не хватает для того, чтобы мы могли завершить свои дела, завершить свои какие-то проекты,
Также эта энергия дается для того, чтобы очиститься от чего-то ненужного и подготовиться к новому циклу. Помните о том, что у нас до 8 апреля идет коридор затмений. 8 апреля у нас с вами новолуние, солнечное затмение. И вот ввиду того, что такой вот красивый букет всего, поэтому если вы сейчас хотите что-то создавать, творить, делать лучше, до 8 апреля, даже до 9, постарайтесь пока прописывать, продумывать все, а уже после 9 апреля уже начнете все реализовывать. Кроме того, сегодня нужно решать те проблемы, которые у вас накопились за какой-то период, а также старайтесь сегодня избавляться от всего того, что мешает вам движению вперед. Также Луна в Козероге способствует и упорядочиванию наших мыслей, структурированию дел и налаживанию планов на наше будущее. Также сегодня очень важно, чтобы вы обратили особое внимание на финансовые вопросы и материальные блага. Как мы уже сказали ранее, Луна все-таки в знаке зодиака Козерог, она нам будет помогать, поэтому освобождайтесь сегодня от старых долгов, старайтесь сегодня привести в порядок все свои финансовые документы и подумайте о том, какие вы можете меры предпринять для укрепления своего материального благополучия. Но нужно быть сегодня осторожными и предельно внимательными в финансовых вопросах. Избегайте сегодня рискованных операций и необдуманных трат, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Также сегодняшний день, обращаем ваше внимание, предполагает активную работу над самосовершенствованием и над развитием себя, своей личности. Также под влиянием Луны в знаке зодиака Козерог мы с вами обретаем упорство, стремление к достижению цели и, что немаловажно, ответственность за свои поступки. Также это подходящий день для того, чтобы задуматься о своих ценностях, определить свои жизненные приоритеты и принять решения, которые будут направлены на долгосрочное благополучие. Но, несмотря на благоприятные тенденции этого дня, стоит быть сегодня осторожными и внимательными к возможным опасностям. Убывающая Луна может сопровождаться энергией, которая будет способствовать чувству усталости, где-то апатии, депрессии. Также это день, когда вы можете быть более уязвимыми к стрессу и негативным воздействиям внешней среды. Поэтому важно сегодня уделять внимание заботе о себе. Постарайтесь поддерживать психологическое равновесие и избегайте, конечно же, конфликтных ситуаций. Поверьте, сегодня в этот день у некоторых людей прямо будет сильное желание конфликтовать, ругаться и выходить за рамки приличия. Теперь давайте уделим внимание лунному календарю здоровья на 2 апреля. Также обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами Луна в знаке зодиака Козерог, а мы, значит, с вами приобретаем энергию, которая будет способствовать очищению и поддержанию здоровья костей, суставов и кожи. Также сегодняшний день благоприятен для того, чтобы заниматься йогой, пилатесом, другими упражнениями, которые будут направленными на укрепление опорно-двигательного аппарата и повышение гибкости. Также рекомендуется обратить внимание на правильное питание, богатое кальцием, витамином D и другими питательными веществами, которые необходимы для здоровья костей и кожи. Но, несмотря, друзья, на благоприятные аспекты этого дня, все-таки тоже нужно быть осторожными и предельно внимательными к своему здоровью. Убывающая Луна может сопровождаться энергией, которая будет усиливать усталость, апатию и чувство уязвимости. Поэтому важно постараться достаточно времени для отдыха и расслабления, избегая излишних физических и эмоциональных нагрузок. Также сегодняшний день благоприятен для занятия, как мы уже сказали ранее, практиками медитации, внутреннего самоисследования и работы над эмоциональным равновесием. Постарайтесь в этот день обрести упорство, самодисциплину и стремление к достижению своих целей. Также сегодня подходящий день для работы над своими внутренними убеждениями, для преодоления страхов и развития внутренней силы. Также сегодняшний день является благоприятным для проведения процедур, которые связаны с очищением организма и детоксикацией. Кроме того, как вы знаете, убывающая Луна способствует эффективному выведению токсинов
токсинов из организма, что делает этот день идеальным для приема горячих ванн, саун, а также употребления травяных чаев и других натуральных очищающих средств. Но вы должны помнить о том, что нужно соблюдать баланс и умеренность во всем. Не следует погружаться в радикальные методы очищения или переедания на тех же пищевых добавок. Важно слушать свое тело, учитывать индивидуальные потребности, а поверьте, они у каждого будут по-разному. И если что-то вам необходимо, обращайтесь за помощью к тем специалистам, которые действительно откроют вам глаза и помогут вам. Что же касательно лунного календаря денег, то убывающая луна, знаки зодиака Козерог будут способствовать осмысленному и ответственному подходу к финансовым вопросам. Это время, когда стоит обратить внимание на управление финансами, на бюджетирование, на планирование инвестиций. Под влиянием этой позиции Луны мы можем быть более осторожными и осмотрительными в своих финансовых решениях, стремиться и к стабильности, и к безопасности. Также обращаем ваше внимание, старайтесь сегодня не допускать ненужных расходов и подумайте о том, как вы можете освободиться от финансовых обязательств. Ваша сейчас задача им планировать и по возможности рассчитываться. Это очень важно. Также сегодня благоприятный день для проведения анализа своих расходов, выявления лишних трат и принятия мер по их сокращению. Возможно, вам нужно подумать о новых возможностях для увеличения вашего дохода. Так что подумайте об этом. Теперь давайте посмотрим, что же говорит нам карта Таро на 2 апреля. И выпала карта 7 мечей. Эта карта говорит нам о каком-то конфликте, об изменении в нашем мышлении и о внутренней борьбе. Также эта карта говорит нам о ситуациях, когда мы чувствуем себя опустошенными или подавленными из-за собственных мыслей, каких-то наших страхов или неудач. И также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно, чтобы вы не увязли в негативных мыслях, каких-то сомнениях, страхах. Это может быть день, когда вам следует быть особенно бдительными по отношению к своим эмоциям, к своим мыслям, для того, чтобы избежать погружения в эту уныние, депрессию и так далее. Кроме того, эта карта 7 мечей, призывает нас смотреть вперед и искать выход из любой трудной ситуации. Это время, когда мы должны с вами активно работать над разрешением проблем, уходить от конфликтов и принимать решения на основе логики и только здравого смысла. Давайте посмотрим, что нам говорит Архангел Михаил на этот день, 2 апреля. Итак, друзья, какие же важные советы? И Архангел говорит о том, что старайтесь сегодня обращаться как можно чаще, через молитвы к высшим силам, через медитации, через аффирмации. Дело в том, что у некоторых людей сегодня очень будут рядом с ними много негативных энергий, силы. И вот чтобы преодолеть эти трудности, с которыми вы будете сталкиваться, поэтому молитва или просьба о помощи должны быть сформулированы вами индивидуально и в соответствии с вашими внутренними, вашими потребностями и вашими убеждениями. Также важно помнить, что ваша собственная воля и действия играют ключевую роль в преодолении препятствий. И Архангел Михаил помогает нам обрести силу, мудрость, чтобы справиться с вызовами. Также он вдохновляет нас к действию. Мы должны сегодня быть готовы действовать с решимостью и с уверенностью, чтобы преодолеть любые трудности, которые сегодня могут возникать на нашем пути. Кроме того, не забывайте и о самом Архангеле Михаиле, обращайтесь к нему, потому что это может быть то, что вам действительно поможет. Также, если у вас есть медальон, кулон или любой другой предмет, который у вас ассоциируется с защитой, то обязательно носите сегодня его с собой, и он вам обязательно поможет. Теперь давайте, друзья, поговорим о практике, которую мы вам рекомендуем провести в этот день, именно 2 апреля. Итак, возьмите свой кошелек и перед вечернее время, то есть или вы, например, пришли с работы, и вы знаете, что вам кошелек больше не понадобится, возьмите его, откройте. Главное, чтобы там были банкноты, это очень важно, то есть он не должен быть пустой. Откройте его и скажите: финансовое счастье у меня под подушкой
подушкой «Притяни богатство в мою жизнь». После этого закрываете кошелек и кладете под свою подушку, на которой именно вы спите. И вот так вы должны проспать целую ночь. Когда вы уже сами будете ложиться отдыхать, в этот момент подумайте о том, сколько вы хотите иметь денег, для чего они вам нужны. То есть все, что касательно денег, но только, пожалуйста, в позитивном ключе. Даже если вам кажется, что это невозможно на этом этапе, знаете, в этом мире ничего нет невозможного. Все ограничения только в нашей голове. И на следующее утро вы можете брать свой кошелек и пользоваться, как вы ним обычно пользуетесь. Вот такой, друзья, важной и ценной информацией мы сегодня хотели с вами поделиться. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментарии обязательно пропишите следующие волшебные слова. Сегодня я, ваше полное имя, открываю свое сердце для благополучия и успеха. Истинно да будет так. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.